Сегодня я отправлюсь в очередное путешествие на настоящем паровозе, посмотрю красивые станции Прянички и погуляю по городу Осташков. Ну а все самое интересное я собрал в этом видео. Это настоящий локомотив на паровой тяге, и он уже готов отправиться вперед, в путешествие по зимнему лесу и навстречу множеству красивых и интересных мест. Машинист делает последние приготовления, и уже совсем скоро мы отправляемся в путь. Я сейчас нахожусь на станции Балагоя, это ровно посередине между Москвой и Петербургом, и утром по выходным отсюда отправляется ретро-поезд Селигер, который следует по маршруту Балагоя-Осташков. Я уже не первый раз езжу на таких поездах, и если сравнить его, например, с Русскеальским экспрессом, то здесь, конечно, выглядит все немного прозаичнее. Вагоны примерно такие же, как и обычные, современные, просто немного переделанные, но нужно отдать должное, что внутри постарались создать атмосферу занавесками, тематической обклейкой стен и фотографиями, на которых изображено, как строили ту самую железную дорогу, по которой поедет поезд. Да, возможно, полного погружения в сказку или рождественский мультфильм не происходит, как на том же самом Русскеальском, но, как мне кажется, это и не нужно было, так как атмосфера у этого поезда немного другая, и, надеюсь, к концу этого видео вы поймете почему. Но вернемся к поезду. Да, он как современный, но на качество поездки это никак не влияет. Есть горячая вода и раздаточная литература с интересными фактами про поезд, железную дорогу и те места, по которым мы будем проезжать. И вот поезд начинает движение, показывая пассажирам изумительные зимние виды. Кстати, в защиту селигерского поезда могу сказать, что поездка на нем вам обойдется всего в 355 рублей за 3 часа следования, что гораздо дешевле и больше по времени, чем у того же Русскеальского экспресса. Да и здесь мы не просто ехали, а останавливались на интересных станциях. Примерно через полчаса после отправления поезд остановился у одной из таких станций – станции Куженкино. Это необычайно красивый станционный комплекс начала 20 века, который был отреставрирован по сохранившимся чертежам. Весь путь по этому участку Николаевской железной дороги исходно состоял из таких станций. Однако не все сохранились, а многие сохранившиеся еще не отреставрированы. Но этой станции повезло. Поезд здесь уезжает на дозаправку водой, а в это время для всех пассажиров проводится бесплатная экскурсия по станции. Войдя внутрь, попадаешь в зал ожидания пассажиров первого класса с самоваром, плакатами, картой, печкой с дровами, ну и книгой жалоб и предложений, в которую, кстати, можно что-то дописать. Для тех, кто едет, как бы сейчас сказали, эконом-классом, есть отдельное помещение, уже попроще, а вместо самовара тут просто кран и кружка. Помимо зала ожидания, здесь есть много дополнительных строений. Например, дом дежурного по станции, ретирада и керосинный погребок. Все эти здания также есть и на других станциях, потому что все это было спроектировано примерно одинаково. Однако здесь они наиболее тщательно отреставрированы и приведены в красивый, так сказать, туристический облик.
С обратной стороны здания станции находится багажное отделение. Тут можно потрогать оборудование и представить себя в роли приемщика багажа. Как по мне, очень хорошо получилось воссоздать станцию тех времен. Обязательным атрибутом каждой станции является водонапорная башня. Примерно такие же стоят на каждой станции. Они были нужны для обеспечения станции водой, которая была очень важна для паровозов. Кстати, пока я тут хожу по станции, паровоз заправляется водой, чтобы спокойно доехать до конца маршрута. Перед самой посадкой есть еще одно интересное развлечение. Можно почувствовать себя в роли стрелочника. Нет, не сбросить вину за испорченный экспонат на другого, а попробовать самостоятельно перевести железнодорожную стрелку. Правда, сейчас она была заметена снегом, и подойти к ней никто так и не решился. Ну вот, паровоз заправился водой, и время садиться обратно, чтобы продолжить свое ретро-путешествие. Ехали мы по красивому зимнему лесу, в котором изредка встречались небольшие деревеньки, а когда мы отъезжали от них, то я даже несколько раз заметил лосей, которые бродили сквозь засыпанных снегом елей. Стекла в вагонах, судя по всему, мыли давненько, но тем не менее я постарался передать ту красоту, которая открывалась всем пассажирам нашего ретро-экспресса. На нашем пути была еще не одна красивая станция, но подолгу стоять на каждой попросту не хватило бы времени. И вот, немного за полдень, я прибыл к конечной станции Осташков. Теперь у вас есть выбор. Либо остаться здесь на сутки и уехать следующим днем, или же быстро, чуть больше, чем за 2 часа, посмотреть город и вернуться к вокзалу, чтобы успеть уехать обратно. Я выбрал второй вариант, но прежде чем отправиться в город, я немного задержался здесь, на станции, чтобы посмотреть, как уезжает паровоз. Вот его уже отцепили от вагонов, и он сейчас поедет. Уезжает он не очень далеко, метров на 300-400 дальше вперед для обслуживания. Машинист с помощниками проверяет локомотив, и в него заливают воду на обратный путь. Понаблюдать за этим очень интересно, так что обязательно задержитесь тут ненамного, чтобы понаблюдать за этим процессом. В принципе, это можно увидеть и на промежуточных станциях, но тогда вы пропустите экскурсию или не успеете посмотреть здание станции и всякое интересное, что находится рядом с ней. Так что, на мой взгляд, на это лучше выделить немного времени здесь, в Осташкове. Посмотреть можно не только на дозаправку водой, а и на другое обслуживание паровоза. Например, как в него заливают масло и проверяют различные механизмы.
Однако сильно задерживаться тут я не стал. Времени было не очень много, а прогуляться по городу мне хотелось. Выйдя из здания вокзала, я направился к автобусной остановке. Выглядела она очень аутентично. Да и расписание такого я тоже давно не видел. Но, нужно отдать должное, транспорт тут на картах отслеживается, и везде можно заплатить картой. Проезд, кстати, будет стоить 24 рубля. Достопримечательностей в городе, только ради которых стоит сюда ехать, здесь, наверное, нет. Однако просто прогуляться по городу и насладиться атмосферой небольшого городка стоит того. Но будьте осторожны, времени очень мало, а вокзал находится далеко от центра, и очень важно вернуться вовремя обратно. Я, например, чуть было не опоздал из-за транспорта, но за несколько минут до отправления все-таки успел приехать к зданию вокзала. Локомотив уже развернулся и зацепил вагоны с другой стороны. Все было готово к отправке. Я одним из последних заходил в поезд, но главное, что успел. Обратно поезд едет тем же маршрутом, но уже не делая таких длинных остановок. Выйти на 10 минут удалось только один раз, но зато это позволило увидеть поезд сразу после заката, когда сумерки только-только начинают опускаться. Ехать в поезде совершенно не скучно. Помимо красивых видов за окном, можно послушать аудиогид или пообщаться с людьми, которые здесь работают. И после такого общения узнаешь много чего нового и интересного, о чем даже и не догадывался. Но об этом я рассказывать не буду. Лучше сами приедьте и узнайте все из первых рук. А чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к моему сообществу ВКонтакте. К вечеру поезд вернулся обратно в Балагое. Кстати, вот такие билеты выдают на этот поезд. Их можно оставить себе как памятный сувенир.
Но это еще не все. В видео у меня все хорошо и очень складно, хотя в жизни все было не совсем так. Основной проблемой стало то, что добираться на поезд не так уж и удобно. Я ехал из Санкт-Петербурга, и у меня было два варианта. Либо ехать в начале ночи и приехать рано утром, либо сесть на поезд в 5:35, когда еще метро только открывается, и доехать до вокзала можно разве что на такси, чтобы быть заранее. Я выбрал поехать с вечера, и в городе Балагоя был в 4 с небольшим утра. Комнаты отдыха сейчас не работают, поэтому пришлось просто сидеть на вокзале. Хорошо, что он был, как бы это сказать, не занюханным и с розетками для подзарядки. Вот тут я провел остаток утра, подремал, что на скамейках было не очень удобно сделать и уже заслуживает лайка для этого видео, а утром сел на ретро-поезд Селигер. Обратно ехать было намного удобнее, так как поезд специально состыкован для пересадки на поезда до Санкт-Петербурга и Москвы вечером. Так как спать было очень даже неудобно, у меня было время осмотреть окрестности. На самой платформе я обнаружил еще один паровоз, который просто стоит как макет и никуда не ездит. Кажется, что-то подобное называется памятниками. Если же выйти на привокзальную площадь, то можно заметить еще несколько макетов, которые просто стоят и никуда не ездят. Что мне понравилось, так это то, что я сюда пришел, когда еще не до конца рассвело. Это позволило полюбоваться на эти макеты, которые просто стоят и никуда не ездят в предрассветных сумерках, в красивой подсветке. Если вам тоже понравилось, то можете посмотреть мое путешествие на Русскеальском экспрессе, ссылка будет в описании.